Приветствую, друзья, с вами Виталий. Продолжим тему. Сегодня тема будет такая, эпизод 1, а тема будет теория всего. То есть мы увидим с вами некий паттерн, некий шаблон, который масштабируется и является таким, как бы, шаблоном фактически для событий, которые происходят с нами в нашей жизни и на общественном уровне, на мировом уровне и так далее. Не будем долго делать никакие тут. Смотрите, у нас с вами, как я говорил в предыдущем видеоролике, видеоролик посмотрите, он не такой, как, конечно, интересный, но там я говорил о понятии монада, которое было разработано, и понятие Бога, да, как это соотносится. И здесь будет интересный момент, который мы сейчас будем эпизод рассмотрим начало зарождения мира, да. Так вот, апокалипсис, о котором все говорят и друг друга пугают, и есть целое движение, которые людей, которые такие ждут апокалипсиса, понимаете, и через этот апокалипсис ждут прихода второго пришествия. Ну так вот, мне бы хотелось сегодня этот видеоролик больше адресовать атеистам, те, кто не верит в Бога, да. Если вы верите в Бога, то, конечно, этот видеоролик не для вас. Но, может быть, вам будет любопытно. Так как здесь мы будем обращаться больше к метафизике и даже к эзотерике, каким-то таким понятиям достаточно умозрительным таким, да. Смотрите, у нас есть две концепции. Одна физическая концепция, так разделим, скажем, примерно. Физика, астрофизика, там, космология и так далее говорит нам о том, что был некий большой взрыв. Некий большой взрыв, некая первопричина, откуда материя это образовалась. То есть некое было расширение там, и так далее. Различные современные наблюдения этих телескопов космических, да, нам показывает, что даже за этим расширением что-то еще было, какое-то более дальнее событие, да, то есть какое-то существовало событие. В то же время мы представляем, в научном мире, да, это наука, все это наука, научный мир, который объясняет нам, как мир произошел, да. В то же время у нас имеется достаточно старое и очень такое проверенное временем такое знание, такая традиция, которая нереальная, да, нереальная, библейская, да, библейское какое-то сказание о том, как сотворился мир, да. В различных религиозных учениях сотворение мира примерно одинаковое. Там некий Бог, некая сущность сотворяет мир по какому-то там алгоритму, какому-то описанию, да. Так вот, у нас имеется описание библейское, более нам близкое к христианскому миру, да, пониманию библейского состояния. Поэтому мы его рассмотрим. И у нас была там такая проблема, интересное описание такой ситуации, и мы ее сейчас рассмотрим более подробно. А ситуация такая о неком Эдемском саде. Да? Вот был Эдемский сад, создал Бог Эдемский сад. И в этом Эдемском саду он создает Адама создает. Так вот, эту ситуацию мы и разберем. Адама и Еву, да, и Еву. Вот, мы разберем эту ситуацию. Смотрите, почему эта ситуация нам интересна. Так как оба эти направления, и научное, и не научное, они находятся фактически в нереальном области нашего сознания. Да? То есть это нереально. Нереально, понимаете? Большой взрыв в космосе, в каком-то пространстве, где это, что это? Это нереально. Это меня никак не касается лично. Даже через кого-то, через какие-то поколения. Мне никаких традиций
об этих знаниях не передаются, то есть это меня никак не касается. То есть это чисто умозрительная теория, да. В то же время библейское сказание, оно передается в традициях, правильно? Передается. Оно передавалось устно, потом ее записали, эту историю, эту ситуацию. И как бы мое такое доверие, скажем, да, больше относится как бы к библейскому сказанию, правильно? Как историческое какое-то событие, как бы представление, да, как о сотворении мира, да? Ну, больше мое доверие сюда относится. Я не скажу, что я доверяю больше астрофизикам, космогонии, все это деле. Честно говоря, понимаете, да? Мне мои близкие не говорили ни о чем. Мне про в школе рассказывали о том, что существует космос, пространство, там, какая Солнечная система там, и так далее, галактики, Вселенная и так далее. И современный информационный поток, который нам рассказывает о том, как устроено и куда там стремится господин там, на Марс, стремится на Луну там, и так далее. Известный господин, который заполонил своими спутниками эту самую, чтобы создать какой-то там золотой щит какой-то для этой империи американской, да. Так вот, то есть у меня больше доверия все-таки вот к этой концепции сотворения мира божественным началом, да. Ну, вот у меня такое ощущение, не знаю, как у вас там. Смотрите, друзья, вот, поэтому меня вот это интересует момент. То есть публично для общественности. То есть мы знаем, что в христианстве, в других религиях существует 3 уровня учения, да? Учения традиционного, библейского и других учений, обычно 3 уровня. Это общественный уровень, да? Какой-то публичный уровень учения. И следующий уровень идет уровень внутренний для учеников, для отношений между учителем и мастером, и где другое что-то преподается, более глубокое. И затем идет тайное учение, да, еще более глубокое тайное учение, которое только посвященным людям рассказывается там, какие-то детали, какие-то внутренние аспекты какого-то учения. В том числе это касается и научно-физических отношений, когда мы слышим лишь общие такие понимания, понятия, да. Но здесь мне проще об этом рассуждать, правильно, да, чем об астрофизике Вселенной, движении там и всяких частиц, волн и так далее, там это самое, амплитуды, там инфракрасные, там и другие там всякие световые потоки, такие скорость света и так далее. Все это как бы не могу я для себя вот применить к себе, никак не могу. Очень сложно все это, математика, физика, астрофизика какая-то, это. Поэтому я занимаюсь больше метафизикой, да, то есть метафизика ближе мне к этому состоянию. Итак, мы, друзья, будем с вами сейчас об этом заметим. Смотрите, то есть публичная вещь нам показывается в каких-то художественных изображениях, на которых мы видим какая-то картина, описывается какая-то ситуация, Эдемский сад, какой-то рай, да, где Адам и Ева в Эдемском саду, вот дерево, вот яблоко, вот там какой-то субъект, какой-то змей, да, и так далее. То есть сюжет библейский, да, описывается, и мы это представляем как в художественном изображении, как материальное что-то, понимаете? Вот это вот главный вопрос. То есть в этом аспекте и в этом аспекте мы наблюдаем, смотрите, что наблюдаем, что здесь состояние большого взрыва, оно нематериальное. В то же время мы наблюдаем такое же понятие здесь, в библейском сюжете, что оно тоже нематериальное. То есть мы здесь видим какие-то следы, измеряем какие-то волны, там, частицы, там, какие-то характеристики световой волны, там, какие-то миллионы, миллиарды световых лет и так далее. Как будто бы событие уже произошло, а следы какие-то остались. То есть мы как бы не можем, мы как бы становимся, смотрим на следы, правильно?
Мы не можем найти, увидеть непосредственно событие само, правильно? То есть оно нематериальное, нереальное. Смотрите, нереальное. Нереально все это. И здесь то же самое. И здесь то же самое. Нереальное, нематериальное. Нереальное. Так вот, эти аспекты необходимо нам рассмотреть очень подробно, потому что это является основным шаблоном. Смотрите, то есть когда Бог фактически он создает, сотворяет свой этот мир в своем сознании. То есть, образно говоря, нашими словосочетаниями, нашими понятиями, скажем, что это его сознание. Вот он собственное сознание создает как мир. И этот мир, он нематериальный. Он полностью духовный мир. Это ключевой аспект в этой теории. Он создал духовный мир. И в этом духовном мире он создает вот такое понятие, как Эдемский сад. То есть Эдемский сад – нечто прекрасное, совершенное. И в этот Эдемский сад он решает поселить, создать творение, подобные ему. То есть фактически он создает сам себя. Ну, правильно, да? Сам себя как бы там создает в виде Адама. Адам. Из чего создает он Адама? То есть из ничего. То есть ничто. То есть ничто из ничто. Ничто. И здесь такое же понятие возникает. То есть здесь мы тоже не знаем, из чего это создается. Ничто. И мы пишем это ничто, которое сейчас мы, черная материя, неизвестная материя, какая-то неизвестная что-то ничто. Черная материя, какая-то неизвестная материя, какое-то даже нематериальное, что-то такое нематериальное, правильно? Ничто. Но здесь нам необходимы какие-то физические знания, физические законы, понимание какой-то космогонии, астрофизики и так далее. Нам не свойственно, людям, это все изучать. А здесь мы можем изучить вот в этой модели, в этом шаблоне сотворения мира божественного, да, он более понятен нам. Поэтому из ничто создается нам Адам. Адам создается из ничто, из праха создается, да, фактически Адам. И, соответственно, Бог, он милостивый, он всепрощающий, он такой позитивный Бог, да. То есть мы из мифологии знаем, из греческой мифологии, из другой мифологии, знаем, что боги были такие злые, такие беспощадные такие, да, они бы там камни на камне не оставляют от людей, от человеческого. То есть они не рассматривают их как партнеров, да, в этом мире, да. А этот Бог рассматривает Адама как своего партнера какого-то, да, то есть как себе подобие, то есть он создает как себе подобие. И соответственно, он создает Еву. Еву-то он, что в этом факте я рассматривал в этой ситуации в предыдущих видеороликов о том, что Еву-то создает он из ребра Адама. То есть, как бы сказать, он уже как бы обозначает плоть, подобие, уловили? Как бы подобие, из подобия своего. Он создает Еву. И Ева как бы прикрепляется к Адаму. Это единое состояние. И в этот момент мы говорим о том, что это не материальное состояние. Тела нет. Тела у них нет. Это очень важно. Потому что у нас имеется такой общественный, общепринятый шаблон такого восприятия, что Адам и Ева в художественном изображении изображаются как в теле. Правильно? В теле. Они в телах какой-то, сад и так далее. На самом таком более простом и естественном варианте никакого тела не было. Правильно? В сознании Бога совершенный рай, совершенное его самосознание, его мир этот был абсолютно нематериальный, правильно? Нематериальный. Какой ему резон создать материальный мир? Какой резон? Никакого резона не было. И дальше мы рассмотрим следующий вопрос. Итак, у нас имеется какой-то плод. Вот тут как бы
Создатель-то, и такой интересный момент, его не рассматривается обычно. То есть он как бы сообщает, понимаете, он сообщает Адаму и Еве о том, что в Едемском саду существует запретный плод. Он запретный, то есть табуирование. Табу существует некое. То есть, а табу это закон, скажем, правильно? Табуирование, закон, запрещающий вкушать плод с некого дерева познания, да, добра и зла. И, соответственно, у нас такой интересный момент здесь получился. Так как Ева-то у нас образована не из праха, правильно? Она образована из ребра Адама. Уловили? То у ней уровень независимости и свободы, ее внутреннее состояние, приближается к божественному. То есть она как бы ощущает себя богиней. Правильно? Она богиня Ева. То есть она по образу и подобию. По образу создан Адам, а по подобию создана Ева, соответственно общее состояние-то это есть, перенимает богиня, это Ева, да? То есть потенциально она воспринимает вот это табуирование, как это не к ней относится, так как она ощущает, что это не к ней имеет отношение, но в то же время возникает такая ситуация, что Создатель, Бог, обращает внимание, понимаете, в этой ситуации обращает внимание как бы Евы на некий плод запретный. То есть Ева не думала ни о чем, да, не было никаких, не было воображения, не было мыслей, не было никаких решений. Ну, она совершенство, понимаете, совершенство. Она богиня, она совершенство. И что получается в этой ситуации? Ева обращает свое внимание, то есть Создатель же ей и как бы указывает, обрати свое внимание на плод запретный. Она и обратила внимание на него. Ловили? То есть, когда Ева обратила внимание свое на плод, и он не материализованный, его не существует, понимаете, ну как бы нет этого дерева материального, все в духовном мире находится, все в духовном, совершенном состоянии находится. Ну, уловили. И вот у Евы такая способность появляется обратить внимание. То есть, как бы Бог говорит, обрати внимание, она обратила внимание на это дерево, и на этот плод. И этот плод как бы начинает материализовываться. Ну, можно его нарисовать там яблоком, да? Яблочком там нарисовать. Яблочком нарисовать как-то по-другому, не суть. Но там появляется какой-то субъект, условно говоря, посредник, который, змей, да, там, который говорит Еве о том, что ты можешь вкусить это яблоко, и вы уподобитесь как Богу, да, то есть вы в Бога уподобитесь. И этот вопрос, ну, тут очень такой интересный вопрос. Но мы не будем его трогать. Нам важно о том, что Ева обратила внимание, и вот это внимание Евы этот плод становится субъектом. Понимаете? То есть внимание. То есть внимание. Мы все боремся за внимание. Мы все боремся вот сейчас в информационном пространстве, в этом все женщины борются за внимание, мужчины борются за внимание, все человечество борется за внимание, правильно? Чтобы перетащить на себя внимание. То есть внимание передает энергию через внимание, правильно? То есть, соответственно, концентрация образовалась некоторой духовной силы, правильно? Духовной, божественной силы образовалась. И этот плод-то начал материализовываться во внимании. То есть не было такого, скажем, я думаю, как вот вкушение в нашем понимании. То есть, как вот я взял яблоко, откусил его там физически, да, конечно, такого не было. То есть, это же был духовный мир, правильно, духовный рай, Эдемский сад. Никаких там материальных существ нет. Все находятся в духовном, блаженном состоянии, правильно. И
вот этот момент внимания к плоду, и это внимание является этим вкушением. Вот и вкушением. Она вкусила этот плод через внимание. То есть вот это вкушение это есть. Вот это вкушение равно вниманию. Равно вниманию. То есть мы все боремся с вами за то, чтобы нас вкусили, вот мой продукт вкусили, я продукт создаю, я какой-то плод создаю, и обращаю внимание потребителей на свой продукт, чтобы все обратили на него внимание, все им заинтересовались, и все мой продукт вкусили, правильно? Вот к этому же все современным потребительской цивилизации стремятся, да? Производят там всякие продукты, производят информационное поле, рекламные продукты, маркетинговые продукты и так далее. Привлечь внимание людей к продукту, чтобы люди вкусили этот продукт. Уловили? То есть уловили метафору такую? Уловили. Так вот, в чем интересный момент апокалипсиса. Апокалипсиса. То есть, когда вкушение через внимание произошло, соответственно, духовная сила материализует через это внимание, материализует тело Адама и Евы. Да? То есть они же как бы единое состояние было Адам и Ева. Они не были как бы разделены, они прилепились друг к другу. Муж и жена, там, мужчина и женщина прилепились друг к другу. И вот момент материализации произошел. Он не полная была материализация, конечно, в духовном мире, представляете, да, материализация произошла, но достаточно, чтобы они, Адам и Ева, что сделали? Они стыдно им стало, они испытали стыд, они увидели свое тело, они увидели свой пол, как бы, понимаете, чтобы увидели себя в теле, то есть они познали Бога в себе, как бы в себе Бога познали, уловили. Момент этот половили, то есть познание является ступенью материализации. То есть материализация произошла. Материализация произошла на очень тонком духовном плане, соответственно, понимаете, да, Создатель, Творец, Бог, Он, что такое, ребята, вы куда прячетесь от меня? Они прячутся, потому что они голые, они видят себя голыми, они видят себе тело свое, они прикрываются фиговыми листками там и так далее. Ну и безусловно, что тут Творец может сделать? Правильно? В его самосознании, в его раю, в этом прекрасном, совершенном мире, который он создал, такое случилось, правильно? Такое случилось, и что он может сделать? Ничего не может сделать. Все, это состояние материализации начинает передаваться, правильно? Передаваться очень быстро. То есть Ева говорит, это дерево, это листочек, это, и все материализуется просто через слово. Через слово. То есть, понимаете, то есть материализуется Эдемский сад, материализуется рай. И, соответственно, он становится несовершенным. Правильно? Почему он становится несовершенным? Потому что Ева-то хочет ощущать свое совершенство, я богиня. Ощущать свое совершенство тому, что в противоположности какой-то, правильно? В противоположности, что вот этот мир вокруг меня несовершенный, а я совершенна. Уловили момент? И, соответственно, Создатель, Творец, Бог говорит, ребята, происходит апокалипсис. Вот этот момент, вот здесь апокалипсис. Вот этот апокалипсис-то и называем мы большим взрывом. Понимаете? То есть самосознание Бога, оно раскрывается. Оно материализовалось в моменте, и оно раскрылось. Правильно? Оно раскрылось, и духовность, которая в нем находилась, этот духовный мир, вынес всю эту материализацию. И куда отправил наших героев Адама и Еву Создатель? Куда он отправил? Он их отправил на грешную землю. То есть она грешная земля, потому что она материализовалась. Вот вопрос-то в чем. То есть он сам не хотел ничего материализовывать. Если такая пошла затея у ребят, у Адама и Евы,
что они ощутили себя, свою божественность, и через познание этого плода, да, с дерева, то, соответственно, ну, не может быть самосознание Бога многобожие, правильно? Правильно, ну не может того быть. Поэтому, конечно, не может быть там богиней Ева, не может там Богом Адам быть, поэтому это многобожие, поэтому, конечно, там же единое состояние Бога, божественное, ну что тут делать? Конечно, все это взорвалось в моменте, ну, по нашим понятиям, это был большой взрыв, апокалипсис. Материализация – это есть апокалипсис. Вот она. Здесь материализация и здесь материализация. Это был апокалипсис. Понимаете? Это не было какой-то праздник, да? Праздник там. Нет, это был апокалипсис. Это было нечто невозможное. Невозможное, невероятное событие, которое привело фактически к сотворению мира. Это здесь мы приставку пишем сотворение. Это не творение мира. Сотворение. Сотворение. То есть Бог уже не один его сотворял, а вместе с Адамом и Евой, фактически, которые это все материализовали. Да? Сотворение. Творение было-то, самое изначальное творение было, оно было духовное, оно было в раю. Это рай, прекрасный рай, Эдемский сад. Ну, безусловно, это духовное состояние Бога, который он узрел у себя в самосознании, вообразил его, как он там, кстати, его воображение, божественное там, вдохновение какое-то у него было и так далее. Ну, нам это мы не можем это даже вообразить, в каких-то словах описать там или там чем-то художественно изобразить. Это вау, что такое, да? Понятно, что ребята согрешили в этой ситуации, да, и Бог отправляет всех куда? На грешную землю. Ну вот как это пошло? Все, теперь самосознание Бога, оно как бы взорвалось, оно раскрылось, выплеснулось оттуда все, это все материализованное, что там накопилось в моменте согрешения Адама и Евы, да, выплеснулось. То есть вопрос, смотрите. И мы переходим к такому понятию, которое я указал в предыдущем видеоролике. Если вам интересно, посмотрите там. И, может быть, я здесь оставлю эту текстовку. Ну, как понятие монады. Монада – нечто такое единое состояние какого-то эманации божественной через эту монаду происходит. То есть вот это движение духовное движение, как бы оно скажем, оно материализацию вот эту самую, которая греховная, монада пытается в духовности ее собрать как что-то более-менее приличное, правильно? Прилично там собрать за эти там, и описывается история. Какие-то дни там, первый день там создал землю, небо, воду, разделил все там и так далее, твердыню создал и так далее. Это уже описание материализации, которое для создателя это не столь интересно, сколько как бы он уже так посылает духовный импульс свой, этот импульс, эманацию, посылает туда, в монаду. И как-то там, давайте, собирайте все это дело более-менее приличный вид, потому что как бы я же создал свое подобие, что такое, ну они не согрешили, ну что поделаешь, правильно? Поэтому эти ребята, Адам и Ева, отправляются на грешную землю. Адам будет, трудиться, добывать продукты для питания, для проживания, да, а Ева будет что делать? Она этого не подозревала совершенно, не подозревала. То есть, когда она плод-то, познание вкусила, это внимание, через свое понимание, она и получила эту самую способность к рождению, да. То есть будешь рождать в муках, муки творчества будет у тебя. Что ты там родишь? И мы не знаем, сможешь ты родить или не сможешь родить и так далее. То есть, друзья, сегодня я вот этот эпизод хотел вам показать. И что показать? Поставить знак равенства между здесь апокалипсисом, как апокалиптический такой сценарий.
зарождение мира на астрофизическом, вот этом космогония какая-то и так далее. Это был апокалипсис. То есть для Бога, для его самосознания, это был апокалипсис. Это было невозможно. Ну, он создал духовный, прекрасный мир. И вот это произошло, ситуация. Апокалиптическая. Ну, то есть вот, все, духовный мир как бы разрушился, понимаете, это был апокалипсис для него. Конечно, ну, представляете, пришли ваш дом, вашу, все там, то, что вы настроили, разрушили, пришли люди какие-то, разрушили, и, конечно, это апокалипсис. И в наших там сценариях художественных кинофильмов, там, голливудских особенно, или там азиатских, восточно-азиатских фильмах показываются апокалипсисы, когда страшные какие-то монстры приходят и все разрушают, правильно? И разрушают мир, созданный достаточно трудно. Ну, соответственно, это апокалипсис. И такие апокалиптические сценарии очень популярны в художественном исполнении, да? Они не случайно популярны. То есть в нашем сознании, в моем сознании это откликается, как нечто, какой-то внутренний след. Внутренний след, какой-то внутренний, какой-то духовный, скажем так, материальной памяти. То есть как-то он отмечен в нашем ДНК. И мы, когда смотрим на с таким трепетом, эти сценарии, эти фильмы, да, мы смотрим их с трепетом, с боязнью. И, соответственно, в таких случаях мы можем только обратиться куда? Обратиться к Создателю, к Богу можем обратиться. Поэтому, друзья, благодарю за внимание. Сегодня мы с вами рассмотрели такой небольшой начальный эпизод теории всего, а именно апокалипсис, как шаблон такой, который будет в дальнейшем масштабироваться и он будет клонироваться, условно говоря, да? То есть по этому шаблону будет развиваться все цивилизации на Земле. И все события будут подчиняться этому шаблону. И мы с вами рассмотрим в дальнейшем этот интересный момент. Спасибо. С вами был Виталий.